В этом бизнес-разборе вы узнаете, как увеличить прибыль на 70% с помощью введения 3 тарифов. Почему премиум-сегмент– это ваше конкурентное преимущество. Как интеграция с умным домом, особенно с Алисой, откроет для вас незанятую нишу, где в вашей воронке теряются деньги, и как обойти конкурентов с помощью сервиса и технологий. Разбираем реальный бизнес по натяжным потолкам в Красноярске, смотрим их цифры и находим способы, как отстраиваться от конкурентов. Погнали. Так, хорошо. Да, Максим, еще раз приветствую. Приветствую. Всех, кто сейчас здесь с нами, кто будет смотреть записи, ну и вас тоже, конечно, приветствую. Так, смотрите, цель нашей сегодняшней встречи. У нас сегодняшний бизнес-разбор. Будем использовать инструменты искусственного интеллекта. Будем разбирать сегодня бизнес Максима. Максим занимается натяжными потолками, работает в Красноярске, но сейчас он там больше контекста даст о своем бизнесе. В общем, Максим, давайте вы сейчас расскажите о своем бизнесе, расскажите, какая у вас цель на наш разбор, что для вас было бы вот идеальным результатом нашей сегодняшней встречи. Передаю вам, в общем, слово. Рассказывайте, пожалуйста. Да, всем здравствуйте. Меня зовут Максим, компания «Беру натяжные потолки». Мы оказываем вот услугу по установке потолков в Красноярске. Сейчас на этапе строительства, так скажем, то есть именно как бизнес. То есть мы работаем по большим проектам, то есть по маленьким проектам. Именно как бизнес у нас это не налажено. То есть нет как таковой оргструктуры, да, и то есть у меня есть понимание того, как работает, как должен работать, допустим, бизнес, что из себя представляет там стандартная оргструктура, да, когда есть там отделы маркетинга, продаж и там монтажа, допустим, в нашем случае, максимально там техническая. Но у нас нет слабой очень компетенции именно в построении бизнеса. Я бы хотел там за ближайшие 2 года создать бизнес, и, возможно, есть какие-то пути, которые там вы, Дмитрий, можете открыть. Это максимально актуально, да, то есть это вот прям максимально актуально. Возможно, есть какие-то пути, э, по которым можно пойти. Ну, может быть, это стандартные пути, то есть типа стандартный бизнес, то есть стандартная оргструктура и так далее. Но, возможно, есть усиление систематических процессов, которые происходят в компании со стороны там искусственного интеллекта. И как бы я в эту тему, ну, погружаюсь, обучаюсь там и со стороны искусственного интеллекта, и со стороны самого вот этого бизнеса, да, то есть управленческих навыков, но хотелось бы, в общем, понять какие-то новые инструменты там и как мне, в общем, вот с этой задачей, с моей, что я, короче, хочу строить бизнес, но немножко есть, может быть, пути какие-то более, в общем, релевантные времени, и времени, которое наступает. И хочется, да, построить хороший, сильный бизнес, как бы захватить долю рынка, допустим, в этой теме здесь, в Красноярске, да, и, ну, дальше там как бы только бог знает, в общем, куда это может увести. Я понял. Хорошо, давайте я сейчас расшарю экран свой и буду вам еще уточняющие вопросы задавать. Давайте сейчас что сделаем, чтобы нам параллельно, пока время не тратить, я тут немножко подготовил шпаргалок, вот. Мы пока как раз посмотрим, как видит искусственный интеллект, в принципе, нишу из натяжных потолков в Красноярске. Для каждой назови сайт. Так, ребят, кто сейчас не разговаривает, выключите, пожалуйста, у себя звук, чтобы мне всех там не нужно было глушить. Спасибо. Мы закидываем, ну, самый классный инструмент для того, чтобы анализировать вот именно в таком ключе, это Perplexity на сегодняшний день, поэтому мы ему закидываем пока найди топ-5 компаний, включаем режим исследования, заряжаем еще социальные сети, чтобы он посмотрел. И он пока будет смотреть, я вернусь к Максиму и позадаем еще вопросы. Максим, вот смотрите, вы сказали, сейчас нет оргструктуры, но я так понимаю, там сейчас в основном все завязано на вас, правильно же, да, я понимаю? Этот бизнес мы строим в партнерстве, то есть вот это завязано на меня, и на партнера больше завязана именно техническая часть, то есть это монтажи, и вот это, ну, короче, все, что касается монтажей, допустим, склада, там, закупок материалов и вот этого. На меня больше завязан там маркетинг и, в общем, ну, как бы стратегическое развитие. Мгм. Скажите, Максим, а где у вас сейчас самое сложное место? Вот прям где самое такое больше всего болит?
Больше всего болит, но вот если бы к монтажам, то есть мне к монтажам все равно приходится иметь отношение, потому что это, ну, сложная ниша технически, и туда приходится возвращаться, потому что там, ну, завязано очень много именно на, э, как бы на личный бренд. То есть там это дизайнеры, архитекторы, прорабы, строители, там, и вот ты с ними, в общем, на связи, и именно на монтажи уходит очень много времени. Именно вот монтажный отдел, он, как бы забирает на себя. Вот, по-моему, там слабое место. Ну, А давайте мы сейчас с вами попробуем вот вообще такую, дизайнеры, прорабы из, платных 2GIS, "Контакт", немножко прям. Мгм. А вы как-то отслеживаете, откуда вообще вам люди идут, как приходят? Какую-то Ну вот аналитику ведете? только недавно мы начали как бы как автоматизировать, да, чтобы они в CRM-ке начали появляться. Да. Хотя CRM-кой мы пользуемся давно, Мгм. но за счет того, что нет отстроенного отдела продаж, именно вот этой воронки, которую компания принимает, то есть мы это понимаем только супер образно. Мы понимаем, что нам дизайнеры дают много, заказов и, ну, и 2GIS, наверно. Мгм. Мгм. Хорошо, давайте вот смотрите, получается, вот у вас есть ваши источники трафика. Дальше что происходит? Вам заступает там заявку у вас. Как у вас следующий шаг какой? Вот все максимально сумбурно, как раз таки, ну, не как в бизнесе, что называется. Ну, в целом Ага. мы принимаем, сами эти входящие все заявки, да, и дальше, то есть мы их обрабатываем. То есть мы их передаем, допустим, менеджеру. У нас есть менеджер-замерщик, который делает расчет в CRM, и дальше, идет обратная связь, заказчику. Сейчас, Максим, подождите, принимаете вы с партнером звонки? Да, Так, звонки принимаете вы. Потом вы передаете это менеджеру, замерщику. да. То есть, ну, его ключевая задача замерить или продать? Кто он на самом деле? На самом деле, если, то есть, если речь идет про проект большой, там, например, Мгм. квартира 100 квадратных метров, соответственно, его задача рассчитать стоимость и, ну, итого, конечно же, продать. То есть, ну, Ага. То есть получается, смотрите, человек вам позвонил, вы с ним договорились на замер, вы передаете это менеджеру, и менеджер выезжает, или он еще связывается с человеком? он бывает, что не выезжает, бывает это онлайн расчеты, когда речь идет, там, допустим, о дальнем каком-то проекте, то есть выезжать как будто некуда. И то есть происходит расчет, и дальше происходит работа с заказчиком потенциальным, ну, онлайн. То есть, Мгм. если это замер, когда, ну, вот горячий, да, когда человеку там нужен потолок в зал, там, на кухню или там в Да. квартиру, у него все готово, тогда замерщик выезжает на этот объект, и там желательно, чтобы он подписал договор непосредственно на объекте с заказчиком, как бы, и назначил дату, в общем, монтажа. Ага, понял. Хорошо, вот замерщик, получается, следующий шаг у нас там замер, он может быть онлайн, может быть оффлайн, да? Вот он Мгм. выехал, потом какой следующий шаг идет? Подписание договора. Подписание договора. Это как происходит у вас? Человек в офис приезжает или вы на объекте подписываете? А, Как бы максимально по-разному. То есть, ну, вот этот этап, он как бы не это, не, как это сказать, ну, нету и конкретно точного, шага, как этот этап происходит. То есть бывает, что вообще монтажники на монтаж уже привозят договор с собой и дают его клиенту. Хотя, ну, я понимаю, что там сейчас можно это сделать всё онлайн, клиенту отправить договор, то есть он его подписывает. И как бы здесь есть небольшая как раз и, Дмитрий, э Мгм. Да. мы понимаем, что идти можно там до сегмент средний плюс, ну, потому что как бы рынок об этом говорит, да, что здесь конкурировать там вот эти там 199 рублей за квадрат там и так далее, то есть, ну, не имеет смысла. То есть и там зарабатывать свою репутацию, и там отстраивать вот эти все бизнес-процессы, которые будут максимально клиенту приятны на любой там стадии, и в том числе договор, он как бы тоже должен подписаться, ну, так, как, вот, клиент скажет: "Вау, вот у них это вот так, и это все удобно", там и так далее. Сейчас это всегда по-разному. Всегда по-разному. Хорошо, подписали договор, дальше какой следующий шаг? Дальше планируется монтаж.
на определенные даты. То есть планируется монтаж, и как бы этот договор своей комплектации уходит в отдел монтажа. Отдел монтажа его комплектует, ставит эту дату монтажа монтажникам, монтажники выезжают на монтаж, соответственно. Комплектация, монтажники выезжают на монтаж. Дальше, получается, у нас происходит монтаж. Дальше? Дальше договор переходит в стадию гарантийного обслуживания. М, Подписываются акты выполненных работ, и клиент в ЦРМ переходит в стадию гарантийное обслуживание. Все, он с нами полностью рассчитался, теперь он на гарантии. Так, я понял. Какие у вас услуги, что Услугу по установке натяжных потолков, то есть это натяжной потолок, комплексная работа по установке натяжного потолка и освещения. И до продажи наша это освещение. до продажи ваше освещение? Какие-то есть, услуги там дополнительные, например, там в дальнейшем какое-нибудь там обслуживание, ваших сетей, там освещения, там потолков, что-нибудь там есть какие-то еще такие до продажи сервисные? До продаж именно сервисных нет. Есть вот, гарантийные обязательства, которые, то есть, прописаны там в договоре, в гарантийном, талоне, что там, ближайшие вот эти там 2, там 3 года, ну, на определенные позиции по-разному. То есть ваш потолок, и освещение, они находятся на гарантийном обслуживании. Ну, также есть какие-то, сервисные выезды, которые не имеют отношения к гарантии. Например, там затопили людей, то есть нужно поехать там что-то сделать. У кого-то что-то перегорело. Ну, вот еще есть входящий трафик такой, который как бы, ну, мелочь назовем ее, когда там нужно что-то поменять где-то, либо там добавить что-то наоборот. Вот. Мгм. Да, я понял. А скажите, Максим, вот давайте представим, у вас сейчас вообще заявок хватает? Вот является ли это, что вам не хватает клиентов, или клиенты, наоборот, есть? У нас сейчас есть, чтобы обеспечить вот ныне существующий вот этот, назовем его там отдел продаж, да. То Да. есть это один замерщик, грубо говоря. То есть хотелось бы, соответственно, расти в отделе продаж, чтобы замерщиков стало там 2-3 там и так далее. И если мы начнем расти в людях, то замеров, соответственно, нам хватать не будет в моменте. То есть хватает вот настолько, сколько есть. То есть замерщик каждый день занят. Он либо у него расчеты, либо пиздят на замеры. Да, я понял. Хорошо. А как у вас сейчас вообще, расскажите, люди, как у вас сейчас вот есть вы с партнером, кто еще есть у вас в компании? Есть один замерщик, один менеджер. Смотрим. Один замерщик, один менеджер? Нет, ну, один менеджер, он же замерщик. И Ага. получается, 7 монтажников. Ну, грубо говоря, 6 монтажных групп. То есть у нас так повелось, что они некоторые по одному работают, некоторые по, двое. Ну и где-то на объектах мы их можем там на больших, состыковать вместе, что они там могут там вдвоем, втроем, то там и вчетвером, в общем, поработать. Ну, 7 Ага. боевых, ой, 6 боевых единиц, так скажем. Ага, я понял. Получается, вот эти вот, ну, 6-7 бригад, они, соответственно, на аутсорсе, да, скорее всего, вы их просто привлекаете под заказ? Нет, они штатные мастера, которые, ну, там на 97% работают только в нашей компании. Ага, но они получают оплату от объема, то есть у них окладов нету, правильно? Окладов у них нету, да, они получают, сугубо сделка. Ага. Хорошо, а если, например, вот, взять менеджера и, не знаю, он там прихворал, как тогда будет ваша система работать? Тогда мы будем закрывать эти позиции, ну, в оргструктуре. То есть мы и так их закрываем. То есть мы сами тоже выезжаем на замеры, на какие-то, встречи с, клиентами, да, с какими-то, ну, Мгм. там, значимыми, либо с которыми конкретно у нас там договоренности. Ну, мы можем это делегировать, то есть я имею в виду, страха в этом нет. То есть вырасти как бы, в штате именно в менеджере. Если этот менеджер заболеет, то, короче говоря, мы закроем эту позицию. Сейчас еще, ну вот вторая боль, и непонятно, то есть отдел монтажа и вот этот входящий трафик, который мы сами обрабатываем, да, они где-то, наверное, вот, то есть у нас сейчас позиция именно менеджера ну, офис менеджера, который будет входящий трафик отрабатывать, и вот эту, заявка, договор, конверсию, да, ну вот ее как Да. бы вести и проводить. Здесь тоже, в общем, это, ну, боль назовем ее, которую мы, в принципе, вот, она у нас, вот первая на решении. Ага. Понял, хорошо.
Скажите, получается, а вот какой-то, контроль качества, ну вот, например, там сделали работы, кто-то там проверяет, насколько они там хорошо были сделаны? Да, мы сами приезжаем, чекаем, как бы снимаем контент и, соответственно, ну, ездим по этим объектам, то есть смотрим и, ну, контролируем периодически там всех монтажников. Все монтажники работают давно, все опытные, и получается, что, ну, мы понимаем их качество, то есть они там что простой потолок, что там суперсложный, они как бы сделают его одинаково качественно, поэтому и мы чекаем, и как бы э, люди в компании работают такие, которые, в общем, Да, я понял. поддерживают стандарт. Хорошо, а скажите, а у вас, есть сейчас, вот вы ведете там какую-то аналитику, сколько примерно, можем как-то мы с вами воронку прорисовать, вот сколько к вам примерно заявок поступает, в месяц? Сказал, где-то до 60, то есть меньше, чем 60. Вот Это заявок, которые не факт, что сработают, а на замеры это, сколько замеров? на замеры примерно, ну, вот если там среднюю конверсию брать, то где-то примерно 50%, может быть 40-50%, то есть это замеры. А из замеров в договор сколько? Тоже 50. Так, 15 получается. То есть получается, вы в среднем, в месяц примерно 15 договоров подписываете? Если вот нужно вот эти цифры, да, то есть вот они вот примерно такие, да, 15 договоров в месяц подписываем. А средний чек у вас какой примерно? Дмитрий, ну, наверное, где-то от 200 до 400. Ну, то есть, если вот по месяцам, опять же, Да. смотреть, да, в принципе, сейчас можно в CRM-ке открыть и посмотреть там за год, допустим, за последний Ну, средний чек. примерно 300, да, средний Примерно возьмем? 300, да. Примерно 300, ага. Так, ну теперь стало более понятно. Но вы, получается, вы работаете в сегменте такой средний плюс, даже больше к премиальному. То есть вы не в масс-маркете, да, получается, Ну, работаете? допустим, у нас сейчас идет объект в работе, то есть там как бы, ну, короче, по 2 миллиона он стоит, именно потолки, то есть без света, да, то есть свет там предоставляет заказчик. И вот эти вот заявки, которые, допустим, тут еще сложное, вот здесь как Максим. ну, Дмитрий, вас хорошо слышно? Это у Максима проблемы. Да, я так и понял, да. Максим на самом интересном этот замерз. Так, давайте пока его сайт откроем, посмотрим. Так, у него сайт получается. Максим, вы вернулись, нет? Максима получается. Но они, да, они, получается, позиционируют себя выше в таком в сегменте среднем плюс. Ну, на самом деле это хорошо, потому что в масс-маркете очень много. Так, давайте посмотрим, что там у нас. Максим вернется, нет? Да, извините, я вернулся. Что-то у меня тут со связью передряга произошла. Хорошо. Ну, понятно, что, ну, исходя там из того, что там сейчас вы рассказали, ну, понятно, что здесь, ну, сейчас такая, наверное, ключевая боль- это, ну, узкое место- это вы с партнером, потому что вы и заявки обрабатываете, у вас там и процессы не выстроены. Ну, вот как вы описали состояние хаоса, оно такое у вас есть, это однозначно. Мы сейчас разберем, что с этим можно сделать. Вот, давайте тогда сейчас посмотрим вообще, как искусственный интеллект видит вашу компанию, как видит видит рынок. Вот мы сейчас запустили, да, в Красноярске, кто у нас какие места занимает. Причем я здесь не писал ваш сайт, но он почему-то здесь даже... У нас, смотрите, получается Goodwin, премиум сегмент, премиум средний он, да, себя позиционирует. 352 830. Вот вы, получается, 650, 30 тысяч. Махаон, средний сегмент. Ну, то есть вы среди них прям всех отличаетесь по цене. Вы самые дорогие. Правильно, да? Вы так себя позиционируете? Но мы не прям позиционируем себя, ну, дорогими, но из разряда там вот сколько может стоить квадратный метр, ну, как бы максимально по-разному. Махаон,
Ну, с Махаоном мы вообще никак не конкурируем, хотя они, ну, то есть, хотя ладно, я не знаю, ну, по ходу дела конкурируем. Но мы не позиционируем, что мы самые дорогие. Ну, то есть Мгм. таких как бы слов, ну, мы не говорим никогда. Но что у нас хорошо, у нас качественно, там и так далее, вот все вот в этом духе, конечно, да, так мы позиционируемся. Хорошо. Но давайте вот посмотрим. Goodwin занимает лидирующую позицию на рынке с сильным позиционированием премиум-класса с привлекательной ценой. Компания привлекает клиентов собственным производством и агрессивным маркетингом акций. 3 потолка по цене одного. У них очень хорошо работает акция. Беру позиционирует себя как премиум-сегмент, выделяется с сотрудничеством с топовыми дизайнерами Красноярска. Уникальной особенностью является использование инновационных систем монтажа без резиновых заглушек и маскировочных лент, что обеспечивает более эстетичный результат. Вы активно ВКонтакте, в Телеграме, в Ютубе, имеет идеальный рейтинг 5 звезд, 141 отзывов, хотя цена выше. Махаон – многопрофильная компания, 15 плюс годами опыта, работающая не только с натяжными потолками, собственное производство т.т., присутствие много социальных платформ. Анталекс позиционирует эконом-бюджет вариант с хорошим соотношением цены. Ага. А вы какую считаете для себя компанию, что она является конкурентом? Ну вот Goodwin, в принципе, мы с ними пересекаемся, да, на объектах, ну, на там среди заказчиков. И остальные компании, которые являются нашими там прямыми конкурентами по работе с дизайнерами, просто их просто здесь нету. Они, значит, в интернете, да, никак не проявляются? Они Очень слабо напрямую. проявляются. Да. Это великолепно, на самом деле, это очень хорошее для вас преимущество. Так, хорошо, давайте мы сейчас пока дальше запустим тоже, чтобы у нас шел анализ, и мы с вами поговорим по поводу этого оргструктуры. Так, 5 компаний посмотрели. Ну, получается, вот если бы вам нужно было какие-то лучшие практики брать какой-то компании, какую бы вы компанию рассматривали? Goodwin? Мне сложно сказать, то есть я не знаю. Да не, я бы рассматривал, наверное, компанию Махаон. Ну, то есть я знаю, как у них там выстроена внутри система, да. И то есть Мгм. если говорить про продажи, то, наверное, компания Махаон это все-таки лидер Красноярска, это Махаон. Имеется в виду Мгм. по объемам продаж, то есть по отделу продаж, как у них это все работает там и так далее. Гудвин, я как бы знаю компанию, там и собственников знаю, и это хорошая компания, я не знаю, что у них внутри. Мгм. Давайте сейчас пока запустим, пусть оно поанализирует Махаон 124. Так, что он там? Хорошо, пока давайте вернемся. Смотрите, что мы сегодня больше с вами обсудим. Все-таки как оргструктуру устраивать или как вам лучше позиционироваться, отстраиваться от конкурентов и на что лучше всего делать акцент? Давайте, Дмитрий, лучше второй обсудим, пожалуйста. Как вам отстраиваться, да? Да. Хорошо. Ну, давайте я несколько слов скажу по вашей оргструктуре. Вот смотрите. На первый момент, когда вы находитесь вот, ну, на текущей стадии, когда у вас, ну, по сути, есть 2 собственника, 1 менеджер и остальные все рабочие, а, ну, это, наверное, такой этап развития. И то, что вы там сейчас будете упираться, вот какие чудеса бы ни делали, вы будете всегда упираться в так называемый стеклянный потолок. Это просто ограничение вашей структуры. Обычно для того, чтобы его разорвать, это делается достаточно просто. Вам нужно взять для себя там человека, как правило, это ассистент, и начать ему передавать кучу разных задач. Вот то, что вы не хотите делать прямо. Прям отдаете, отдаете, отдаете. Вот. И второго человека, вам которого нужно взять, вам нужно взять человека, квалификатора, который будет принимать звонки. То есть вам нужно себя прям разгрузить. Это прям, ну, без этого вы никуда не поедете. В идеале, вот в идеале, если вам идти, у вас структура должна выглядеть следующим образом. Давайте здесь это уберу. То есть если вот, ну, куда вы идете, вот смотрите, почему я вас спросил, на какой сегмент вы ориентируетесь. Если вы ориентируетесь на сегмент премиум, ну или там средний плюс, да, на самом деле это очень круто. Это очень круто, потому что вы не конкурируете ни с одной компанией, вы отстраиваетесь от всех, но это одновременно к вам как к компании предъявляет ряд требований, которые, ну, не могут не предъявляться к другим. Ну, то есть там какие-то шероховатости в процессе, да. Вообще, ну, в любом, ну, не бизнесе как выглядит?
у вас должен быть первая точка контакта, это у вас должен быть квалификатор, который супер быстро у вас отрабатывает там звонки, заявки на сайте и так далее, да. Дальше этот человек, вот как у вас, вы сейчас, по сути, выполняете эту роль квалификатора. Дальше у вас человек передает эту заявку как раз замерщику, и задача вот этого замерщика, вот этот замерщик, он является самым матерым продавцом. То есть он самый крутой продавец. Его задача продать. И давайте вот сейчас поймем, мы с вами в какой сегмент будем идти? Там, масс-маркет или все-таки будем делать так, чтобы вам отстраиваться от конкурентов? Отстроиться от конкурентов сервисом. Ну, и сегмент не масс-маркет, хотя там, ну, может быть, какая-то доля этого сегмента масс-маркет, она к этому сервису там в средний класс подтянется. Где-то вот средний плюс. Средний плюс, хорошо. Ну вот, смотрите, получается, приезжает, у вас есть там первый шаг, это квалификатор, потом приезжает у вас замерщик, он там приехал, потом у вас идет следующий шаг, у вас идет, допустим, там, я не знаю, вам, наверное, вы на месте, да, все комплектуете? То есть у вас там нет какого-то снабженца, который там ездит, комплектует? Нет, у нас есть как бы, ну, склад, где вот лежит материал, мы Хорошо, вот, а вот вы, когда мы с вами сверху вот смотрели до договора, между замером и договором, есть какой-то промежуточный шаг, где вы там цену презентуете, там что-то делаете такое? У нас есть шоурум, и как бы вот мы стараемся клиента, если это чек, ну, какой-то не маленький, пригласить в шоурум для презентации цены. Если удается это продавить, то человек приходит в шоурум, и уже там идут разговоры о ценах, там, ну, доносится, соответственно, ценность, да, а не просто цена. И вот. Но когда человек не хочет идти в шоурум, то есть у нас же еще есть ну, такой трафик, такие входящие клиенты из того же среднего плюс, которые отправляют эти все, ну, расчеты там в разные компании, в Goodwin, там, к нам, в Махаон, там, и так далее, и так далее. И вот здесь бывает, что никакой презентации цены, просто, ну, сложно ее туда внедрить. Либо как-то это вот надо выдумать. Смотрите, Максим, вот давайте, ладно, получается, сейчас я вам скажу. Вот человек позвонил, у нас есть квалификатор, дальше у нас есть замерщик, который выезжает на замер, потом у нас должен быть этап расчета и подготовки какой-то там презентации, да, ну, грубо там, и Мгм. потом у нас идет договор. И вот смотрите, в вашей воронке должен быть ключевой этап воронки. Просто смотрите, то, на какую вы целевую аудиторию ориентируетесь, это ну, невероятно важно. Ну, то есть, если вы, например, ориентируетесь на аудиторию средняя плюс и премиум, это те люди, у которых нет времени. То есть ваше предложение, оно должно быть в сервисе таким, который не делает ни одна другая компания. Ну, например, там Махаон, Гудвин, вот там приезжают люди, там сидит девочка это за столом, ну все по классике. То есть люди, которые, ну вот, с деньгами, они покупают время. Они покупают время и покупают сервис. И у вас, соответственно, вот этот вот этап выезда, он должен быть ключевым этапом воронки. И у вас, когда приезжает человек на замер, он может что делать? Вот есть, ну, достаточно простые приложения, его можно на самом деле даже написать, это достаточно просто делается. Можно взять, например, сфотографировать потолок, который есть у человека. Я думаю, даже без приложения, можно даже с GPT. Вы делаете фотографию, и вы показываете ему, как его потолок может выглядеть в разных исполнениях, да? То есть вы с помощью искусственного интеллекта вы можете сразу сделать ему очень крутую презентацию. И мало того, когда этот человек приезжает на замер, у него должен быть с собой такой, знаете, как боевой чемоданчик. Вы там, например, привозите, ему показываете, какие у вас там есть осветительные приборы, как они могут там светить. Я так понимаю, у вас же в основном вы используете, наверное, ленты, да, подсветки, которые у вас магнитные. Вот их вообще насколько реально взять с собой, укомплектовать такой боевой чемоданчик, привозить? Да, реально, такие чемоданчики есть, они уже давно изобретены. Его, ну, его Ну вот смотрите, то есть у вас задача, вот если вы метите в сегмент, вот вы просто обязательно это фиксируете. То есть вот когда вы переходите от сегмента к сегменту, давайте я вам приведу пример, ну вот вашей, ну думаю для вас он будет супер понятно. Я помню, мы когда давным-давно, это было, наверное, ну, лет 10 назад,
В строительстве домов я сделал тогда ошибку по неопытности, начал там где-то по цене конкурировать, еще что-то. И у меня цена, она получилась такая, ну, ниже среднего, да, ближе там к нижнему порогу. То есть это такая цена, которая чуть выше бригад на рынке, но не дотягивает до компании. Короче, ни туда, ни сюда такой какой-то, болтаюсь, короче, непонятно где. И ко мне начали приходить люди, и они вот начали себя вести следующим образом. Они смотрят там, а какие, говорит, вы саморезы применяете там, черные или золотые, а какую вы здесь вот. Ну, то есть эти люди, они максимально внимательно относятся к деталям. То есть мы решили потом поднять цену. Мы подняли цену, у нас чуть-чуть стало в какое-то время заказов меньше. Все эти люди ушли, но пришли другие люди. Пришли те люди, которые средний плюс. И у этих людей требования следующее. Для них должно быть все максимально быстро, комфортно. То есть они покупают качество и время. То есть им не нужны вот эти вот детали. Если вы делаете плохо, они за это спросят. Но ваша задача для того, чтобы на рынке отстроиться от масс-маркета, который есть на рынке сейчас только, вам нужно сделать сервис, который будет сверхудобен для человека. Да? То есть человек там вам оставил заявку, ваша ключевая задача от квалификатора, это единственная задача, это назначить замер. А когда человек приезжает на замер, вот здесь он уже формирует там и чек, продает разные идеи. Вот он показал там, какие могут быть потолки. Вы повключали вместе лампочки сразу, там все по это поделали. Он сделал, например, несколько фотографий квартиры, да, как она у него выглядит. Потом он приезжает, отправляет в офис документы. Кстати, сколько у вас по времени производится расчет? Ну, до часу. Любой проект можно посчитать, можно быстро посчитать. Можно То быстро есть посчитать. от 2 минут до получаса, наверное, средний. Если какой-то вот там супер большой объект, то там, ну, вот до часу. Ну, то есть достаточно быстро вы считаете. Просто Ну я, да, да. насколько там 24 часа обычно говорили, берут. Вот хорошо, что вы так быстро считаете. То есть получается, замерщик, когда приехал на замер, вы показали, какое у вас есть оборудование, какие у вас есть элементы, все. Потом вы можете сделать фотографию квартиры и упаковать там презентацию уже нормально там с натяжными потолками, и человеку уже там отправить цену с презентацией там всех материалов. И вы и здесь его можете не дергать на офис. Вы говорите, что там, ну, там, либо какой-то он делает там предоплату, перевод, а на месте уже приезжаете, и вы подключаете договор. То есть вот если вы будете людей в офис тянуть, вы можете предлагать такую опцию, но это как бы не то, что людям нужно в вашем сегменте, да. Вам, соответственно, нужно обязательно вот делать акцент на сервис. Теперь смотрите, вот какая штука. Если мы с вами говорим про людей средний плюс, ну и премиум. Вот как вы считаете, что для этих людей важно? Средний плюс и премиум, что для них важно? Ну, наверное, по одной из такого цена-качество. Цена, качество. Но смотрите, им обязательно, ну, важен как бы комфорт потребления вашей услуги, ну, то, что мы с вами сказали, сервис, да. Мгм. Дальше эти люди уже начинают думать о том, эти люди уже думают о здоровье. Ну вот, Мгм. ну то есть там насколько экологичные материалы, там вы, если, ну, знаете, не знаете, вот вам, если вы идете в сегмент средний плюс, вам лучше всего мыслить немного на шаг вперед. И у вас, ваше предложение, ваш натяжной потолок – это не просто натяжной потолок, это часть аксессуаров, которые создают правильный, здоровый микроклимат в доме. Вот вы сейчас продаете освещение, а есть системы сейчас освещения, которые встраиваются под биоритмы человека, то есть они такие прямо ну, встраиваются, да, и, Мгм. соответственно, вот если вы позиционируете, ну, формируете свое предложение, которое будет отстраиваться там от всех, вам нужно делать акцент. Ну, первое – это обязательно здоровье, то есть вот эти вот, вы которые полотно используете, они же есть там разного класса экологичности, да, насколько я понимаю? Есть же Да, такое? они есть еще и есть ПВХ потолки, это вот пленка, есть тканевые потолки. Да, вы тканевые делаете, да? И мы делаем и тканевые, и ПВХ. Ну, так много тоже делаем. Тканевые.
Но у вас, получается, которые ПВХ, их больше, наверное, там, ну, не средний плюс заказывают. Как у вас вообще градация идет? А, блин, тяжело. Как бы и в среднем плюс, и даже в премиум сегменте есть дома у людей с хорошим ремонтом потолки ПВХ. Здесь Мгм. от человека зависит, то есть у него, это знаете, как с паркетом. То есть, например, на полу может быть там линолеум, ламинат или паркет деревянный. И вот Да. ткань для потолка это то же самое, что паркет для пола. И есть люди, у которых паркет на полу, ну, на потолке ПВХ потолок. Возможно, мы здесь не дорабатываем где-то, чтобы донести ценность именно ткани. Но есть люди, которые конкретно хотят ткань, э, потому что, Мгм. опять же, да, здоровье, внешний вид. Но это сейчас, ну, не только потому, что там в Красноярске вы это делаете, а в принципе там идет тенденция на здоровье, все хотят там продлить там долголетие. То есть, смотрите, вам для того, чтобы отстроиться, у вас должен быть не просто потолок, вот все, что связано с потолком, у вас, вы должны этот вопрос закрывать. То есть вот сейчас вы делаете все с этим, с теневым профилем, да, то есть без креплений, правильно же я понимаю? Да. Вот. То есть вы идете в рамках современных тенденций, потому что сейчас креплениями уже, ну, никто не пользуется. То есть вы, соответственно, закрываете это, у вас они идут там, например, там ну, экологически чистые. Вам нужно проработать вопрос согласно освещения. Вот вы прям погрузитесь в этот момент, потому что, ну, вот потолок, например, там 500 рублей и с правильным освещением, вы же можете это как комплекс продавать. То есть вы же, наверное, сейчас как рассчитываете? Вы рассчитываете по квадратам? Ну, то есть вот освещение вы по точкам рассчитываете или по квадратам, по квартире? Как у вас это сейчас цена формируется? Есть стоимость договора, где считается, допустим, натяжной потолок и, ну, то есть профиль по периметру считается квадратурой. И если считаются светильники, то есть если это трековый, то они считаются метражом. Если точечный, то они считаются, соответственно, поштучно. Мгм. А вы как-то связываетесь там, если, например, в квартире сделан умный дом, вы с ним соединяетесь? Ну вот, по умолчанию нет. То есть, ну, мы вот именно такую идею как бы не, ну, не несем в массы. Но у нас есть светильники в продаже, которые умные. Ну, там в треке, допустим, мы их устанавливаем, они меняют, ну, вот то, что, про что вы сказали, они меняют температуру, их можно связать там с умным домом. И Да. конкретно вот эту, как бы, э, короче, на этом акцента у нас нет, вот так скажем. Да. Но смотрите, да, вам вот знаете, какая проблема? Получается, вот например, вы делаете потолки, вот вы какой бы потолок ни сделали, он, ну вот если взять, например, какие-нибудь там европейские страны, да там даже там Турция, не знаю, там неважно, вот всегда есть интеграция с умным домом. То есть вот сейчас практически у всех есть там Алиса, да, которая там Алиса, включи свет. Вот. И обычно вот подрядчики это оставляют на откуп там человеку, говорит, ну иди решай типа вопрос, да. А он не знает, к кому обратиться, как вообще вот эту вот всю штуку соединить. А на самом деле у вас же там сейчас есть эти беспроводные датчики, которые можно там устанавливать, чтобы лампочки горели. Ну, то есть там когда вы выключатели выносите беспроводные. Ну, то есть там есть сейчас просто приборы, которые вы можете установить, и они очень просто будут интегрироваться с умным домом. То есть вам вот важно, если вы идете в этот сегмент, вам нужно вот продумать сразу эту штуку, как с умным домом, да, интегрироваться. Мгм. И тогда ваш продукт, он будет формироваться вот именно по цене, потому что, как вы, ну, абсолютно точно подметили, что там типа стоимостью полотна этого натяжного потолка, которое там, не знаю, там, ну, там 400 или 300 рублей стоит, но на ней особо далеко не заработаешь. Вы, скорее всего, на освещение, да, больше всего зарабатываете или на монтаже? На монтаже. На монтаже у вас, на работах. Вот, вам надо сделать так, чтобы вы с освещением, то есть, смотрите, вот Было. кого-то выключил. Ага. То есть, смотрите, если вы идете в сегмент средний плюс, вам нужно сделать продукт, который будет отличаться. Вот давайте еще раз я проговорю, на что вам нужно сделать акцент. Обязательно вам нужно сделать, чтобы это было удобно, то есть сервис. То есть возьмите себе этот чемоданчик, приезжайте с чемоданчиком, показывайте сразу, что у вас есть. Второй момент, который вам нужно сделать, вам нужно проработать
вопрос подачи экологически чистых этих материалов, да, то есть там с точки зрения здоровья. Я вам сейчас покажу, как вы можете это сделать, что вам даст на ровном месте увеличение чека. Я вам сейчас покажу, как это можно сделать. Нужно делать акцент. Третий момент, который нужно делать, вы можете делать, соответственно, освещение, которое вот вы изучите сейчас новые тенденции, которые идут, когда вот это освещение, оно подстраивается в зависимости от дня, времени суток. Это очень там плодотворно влияет на состояние человека, там биоритмы, короче, там такая штука. А люди с деньгами все это любят. Освещение. То есть у вас должен быть комплекс, да, и интеграция с умным домом. Умный дом. Теперь смотрите, как вы можете это делать. Вот вам человек, допустим, вы приехали на замер. Это, кстати, вообще супер способ. Вот неважно, кто там сейчас это смотрит, это вообще для любого бизнеса подходит. Я когда это сделал, я не мог поверить, что такое чудо чудесное может быть. Смотрите, что вы делаете. Вы съездили на замер, у вас получилась площадь дома, ну, там площадь там, квартиры, например, 200 метров квадратных. И вы, когда человеку отправляете расчет, вы ему комплектуете 3 варианта цены. Первый, например, вариант цены – это, допустим, там какой-нибудь эконом. Второй вариант цены – это, например, здоровье. И третий вариант цены – это, например, VIP. И эти варианты по стоимости, они отличаются очень сильно. То есть, например, вот, ну, там эконом базовый, он там может, ну, примерно в том же сегменте, в котором вы сейчас работаете и работает, центов делать. Который VIP вы можете делать там, например, там X3. Как эти формируются сегменты? То есть вы должны для себя выписать набор этих услуг и материалов, которые вы предоставляете. Ну, самое простое, допустим, там тип полотна. Здесь, допустим, там какой-нибудь обычный пластик, ну, этот полиэтилен или как он там называется. Как он правильно? ПВХ материал. Да, ПВХ. Здесь, например, какой-нибудь эко-ПВХ, а здесь, например, там тканевый. Дальше вы, например, берете, делаете там вариант тарифа, там, допустим, скрытые там эти системы монтажа, там какие-нибудь открытые, парящие. То есть вы берете вот себя вот так вот, переписываете все, что это может быть. Например, скрытые платежи, скрытые крепежи на время дня и ночи. Там премиальное обслуживание какое-нибудь, там вызов, там выезд, там очень быстрый монтаж. Там, например, клиент-менеджер сопровождения. И вы себе выписываете вот набор услуг, и вы потом себе комплектуете, делаете там варианты комплектации. Например, вы говорите, что вот так вот для себя просто определяетесь, вот так вот. Например, думаете, это будет эконом. А вот это вот, если вы включаете, это будет уже средний класс. Ну, типа вариант здоровья. Но тут важный момент в чем? Вот эти все варианты, все 3 варианта для вас по себестоимости, они примерно одинаковые. Ну, они чуть-чуть отличаются. Ну, чуть-чуть полотно там где-то дороже, там еще что-то, не сильно, незначительно. Но цену, которую вы здесь называете, она сильно дороже. Но вот давайте я вам приведу пример. Ну, в вашей сфере будет вам, наверное, понятно. Из строительства просто. Допустим, мы вот, когда я это ввел, мы тогда строили, у нас очень много строилось деревянных домов. А деревянный дом, когда строится, у него есть особенность, он сначала строится дом под усадку. Ну, такой без окон, без дверей, короче, ставится. И вот такие дома строили, и они вот вокруг дома везде, вокруг города везде понатыканы. Они такие страшные, стрёмные стоят, из них там эта конопатка торчит. Ну, такой, ну, прям сруб-сруб. Ну, и люди думают, ну, чё, ладно, я потом, когда буду отделку делать, типа, я уже сделаю его красивым. Вот, и у меня появилась идея, а что, если этот сруб делать сразу красивым? Фасочку снимать, там, шлифовать, карнизы подшивать, красить. И мы вот здесь вот начали эти тарифы добавлять. Я там добавил там строжка, снятие фаски, там выпил замка, еще что-то. Ну, то есть, по сути, для нас, ну, по себестоимости это ничего не значило. Ну, там чуть-чуть там удорожание было. Но стало происходить интересное, что примерно 70% людей стали покупать по умолчанию тариф средний. Ну, то есть это так психика работает, психология работает. 20% покупают эконом, а 10% покупают VIP.
То есть я начал на ровном месте тогда просто чистой прибыли зарабатывать примерно на 70% больше, чем было. Просто потому, что я сделал тарифы. И вот вам, да, если вы можете, вот вам, чтобы не терять, например, свой, ну, как бы клиентов, которые там хотят побюджетней, вы делаете 3 варианта цены, и для них получается растяжка, и они всегда будут метить в средний. Понимаете, о чем я говорю? Это очень важная мысль, Максим. Да-да-да, я понимаю, Дмитрий. Так, у нас с вами уже там совсем немного времени остается. В общем, смотрите, получается, давайте, если здесь нам, чтобы подрезюмировать, но вам важно понимать, на какую целевую аудиторию работаете. Целевая аудитория средний плюс и премиум– это супер аудитория, у них всегда есть деньги, они требовательны, никто с ними не хочет работать. Если вы можете с ними работать, кайф, делайте классный сервис, делайте акценты на здоровье, смотрите новые технологии, которые сейчас есть с освещением потолков. Это вообще тренд супер-супер популярный, его нужно подхватывать. Интеграция обязательно с умным домом, с Алисой, это прям к бабке не ходи. Обязательно нужно. Ну и, конечно, там продолжать позиционировать, что у вас потолки без креплений, да, и сделайте 3 варианта цены, это вам на ровном месте позволит очень сильно зарабатывать больше. Давайте посмотрим, что у нас, как Махаон продвигается. Вот мы с вами зарядили, да, его. Посмотрим, кстати. Обзор маркетинговой стратегии по Махаону. Комплексное решение для ремонта под одной крышей. Махаон строит свою стратегию на 3 китах доступности. Гарантия 15% от рынка, доступности гарантия, минус 15% от рынка. Удобство, окна, потолки, жалюзи, балконы в одном месте. Они все, у них такое прям кроссплатформенное, да. 5 офисов, собственное производство. Компания активно использует локальное SEO. Сильные стороны: масштаб и логистика. Компания имеет 5 офисов, собственное производство и даже школу монтажного дела. Комплексность, уникальное преимущество. Клиент может заказать окна, потолки, жалюзи. Ценовое но они в цену бьют, видите, они бьют в цену. Это не ваша история, вам не нужно так делать. Известность 15+. У вас, смотрите, вот эти вот компании, которые, ну, уже давно находятся на рынке, у вас перед ними есть очень серьезное преимущество, вы более гибкие. Ну, то есть у них сейчас вот как оно работает, там нужно приезжать в офис, там сидит кто-нибудь, там девушка какая-нибудь, там, которая там как-то приняла. Вы можете их очень серьезно обойти с помощью внедрения вот искусственного интеллекта, те же самые там быстро презентации делать, фотографии на месте показывать, там работа с контентом, обработка заявок, там быстрые расчеты, да. Слабые стороны: критически низкий рейтинг, у них низкий рейтинг на Дубльгизе, да. Проблемы с управлением проектами, отзывы содержат жалобы на задержки, некоторые договоры исполняются месяцами, да. Диффузное позиционирование, компания обо всем и ни о чем. Вот видите, это очень важно. То есть вы, если будете позиционироваться так же, как вас сейчас видит рынок, как премиум плюс, вы одни единственные такие, вы сможете себе вот эту всю аудиторию забирать. Дальше. Отсутствие дизайнерского подхода. Сайт демонстрирует стандартное решение из каталога, фотопечать, авторского дизайна. Слабый контент-маркетинг. Социальные сети используют, скорее всего, как справочник. Нет вау-эффектов. Да, ну, у вас в этом плане получше, да. Так, ключевые каналы привлечения. Google, Яндекс, поиск, SEO. У них очень хорошо SEO работает. Дубльгиз, справочники, YouTube, ВКонтакте, Одноклассники, холодные звонки, замерщик, прямые продажи, сарафанное радио за счет объемов, программа и лояльности. А у вас, кстати, есть программа лояльности какая-нибудь для клиентов? Нет, у нас нету. Мы тоже об этом думали, что вот надо что-то вводить как раз. Мгм. Так, средняя. Ну, короче, это вот давайте. Позиционирование. Махаон средний сегмент, массовый рынок. Беру премиум сегмент элитный. Целевая аудитория семьи среднего достатка, дизайнеры и архитекторы, состоятельные клиенты. Спектр: потолки, окна, жалюзи, специализация, натяжные потолки, освещение. Так, ну, подход: стандартное решение, фотопечать, инновационные теневые потолки, парящие конструкции. Ну, кстати, очень классно, что я правда не видел, чтобы так позиционировался кто-то с теневыми потолками. У вас есть кто-то, кто об этом открыто говорит? Да, Максим? наверное, весь Инстаграм об этом говорит, запрещенный в России.
И, ну, в общем, много кто, короче, об этом говорит. Просто, видимо, вы именно от натяжных потолков, ну, немножко далеко. Я имею в виду ваши конкуренты. Просто я не видел, А, чтобы они себя так позиционировали. конкуренты? Ну, нет, наверное. То есть именно конкретно вот именно про теневые потолки, то есть, ну, такого позиционирования как бы может быть у одной компании, у двух есть. Ага. Так, ладно, давайте посмотрим, что тут нам искусственный интеллект рекомендует. Рекомендация. Кейсы с отзывами, маркетинг социальных доказательств. Снять 5-10 видеоотзывов от реальных клиентов с фокусом на результат было-стало. Эмоции, мы в восторге. Раньше хотели Махаон, но узнали про Беру, опубликовать на Ютубе, ВКонтакте, Pinterest с четким маркетинговым сообщением 5 звездочек. Шоу «Потолки», вирусный контент. Создать серию видео трансформационных. Потолок в 30 секунд с драматичным до-после. Рекомендация «Беру гарант». Программа лояльности с 12-месячной гарантией. Запустить уникальную программу. Бесплатная чистка потолка 2 раза в год. Гарантия переделки за счет Беру, если есть дефекты. Консультация дизайнера, VIP по новым услугам. Вы же с искусственным интеллектом немного работаете? Да. Смотрите, давайте мы с вами там все не успеем сейчас разобрать. Я вот вам здесь подобрал набор промптов. Вы их самостоятельно можете прогнать. Там ребята, кто в записи смотрят, если вы хотите к своему бизнесу, тоже можете применить. Здесь вот можно анализ воронки, да, прогнать. Здесь нужно свои показатели будет подставить. Вот. Дальше что у нас получается? Я вам тут снизу еще написал рекомендации. Давайте я вам сразу стратегический план развития. Сейчас мы с вами, давайте я сейчас это запущу и к стратегическому плану развития с вами перейдем. Так, стратегический план развития. Цель стать компанией номер один. Ну, смотрите, номер один компании вы можете стать в каком-то сегменте, да, и вам нужно вот именно, если вы идете в средний плюс, значит, в средний плюс ориентируйтесь. Так, Мгм. сильные стороны. Устоявшийся бренд. Название беру с сайта соцсетей. Хорошо, что вы с отзывами работаете. Слабые стороны. Зависимость от собственника. Ну, то есть понятно, что у вас нет отсутствия, ну, у вас нет оргструктуры. Если у вас сейчас продаж станет разом больше в 5 или в 10 раз, ну, вы треснете, да, вы не сможете с этим справиться. Ну, отсутствие стандартов, понятно, недозагрузка маркетинга. Если 6 бригад делают 3-5 миллионов, значит, средний чек, потолок для 6 бригад при хорошей загрузке может быть выше 6-7 миллионов. То есть они у вас недозагружены, да, бригада сейчас же получается? Ну, можно сказать так. То есть их можно, в общем, больше квадратных метров можно сделать. Мгм. Вот, смотрите, по поводу стандартизации и делегирования задач. А, Вот когда мы работаем с монтажниками, ну, точно так же со строителями, с такими профессиями, очень хорошо работает так называется видео-википедия. Вместо там каких-то вот инструкций, там типа изучая листы, снимается видео, да, как там нужно этот потолок монтировать, показать, какие есть важные моменты, да, на потолке, там, например, здесь так должно монтироваться. Но у вас с этим проблем нету сейчас пока, но когда вы будете масштабироваться, это очень хорошо работает. То есть приходит новый любой монтажник, вы говорите, посмотри, как мы монтируем видео, он смотрит эти видео, потом ему задаются вопросы, потому что у вот таких вот подрядчиков-строителей есть такая особенность, что если он с опытом особенно, он приходит, он говорит, я всегда так делал. Да, и вот ты его попробуй потом переубеди, что нужно делать по-другому. И лучше всего это делать на входе. Самый хороший вот опыт контроля качества – это чек-листы. Это, ну, блин, всегда так, да? Вы просто делаете чек-листы по объекту. Например, там на потолке все лампочки горят. То есть монтажник не уходит с объекта, пока он не прошел по чек-листу по этому, да? Все, он прошел, там подпись свою поставил, сдал. А вот эти вот чек-листы вы можете очень легко вот из видео этого сделать, да? Дальше, по поводу организационной структуры. Ну, вот здесь я написал, что вам нужен какой-то операционный директор или исполнительный, но вот сейчас, как вы описали структуру, начните, короче, вам нужно взять ассистента, это 100%. Вот прямо возьмите ассистент, для вас прямо это будет супер решение. И потом вводите квалификаторов и так далее. Давайте с вами поговорим по маркетингу. Вам нужно сейчас продолжать доминировать сильнее в геосервисах, это
2 Яндекс.Карты. Вот вы на 2 ГИС продвигаетесь, а на Яндексе вы как-то там туда свое внимание уделяете ему или нет? Ну, геосервисами занимается подрядная организация, то есть она их как бы ведет там и так далее. То есть я имею в виду, это что там, Zoom, Яндекс, 2GIS и Да. Флам. То есть они как-то ведутся. На Яндексе, если честно, я вот только сейчас вот вы напомнили, я вспомнил, уже давно нужно было там продвижение подключить. Ну, конечно, нужно обязательно. Смотрите дальше. Коллаборация с дизайнерами и прорабами. У вас это есть, это самые жирные чеки. Но смотрите, какая штука. Вам нужно посмотреть сейчас в сторону коллаборации и работы с компаниями, которые строят квартиры. Это типа SM City, ну, вот, если там в Красноярске, да, можно там, ну, кто там еще у нас? Монолит ХЗ. Ну вот все новые дома, которые вот строятся, в принципе, вот для вас это очень хорошие клиенты. Если вы сможете договориться с застройщиками, чтобы сделать такой небольшой мини-шоурум, вы бы могли показать как раз вот такой небольшой уголок сделать со своими материалами, это вас очень круто двигало бы. Потому что ваши ключевые клиенты – это как раз вот эти люди, которые покупают квартиры стоимостью выше среднего. Ну, то есть это супер прямой ваш клиент, да, и вам просто нужно выйти туда. Вы можете какое-то там с ними партнерское соглашение заключить. И вообще в идеале вам нужно взять человека отдельного, который будет у вас заниматься партнерским маркетингом, потому что это тоже работа. То есть вы постоянно будете расширять для себя количество дизайнеров, которые по умолчанию будут в свои проекты встраивать ваши потолки, ваше освещение. А если человек обратился к дизайнеру за дизайн-проектом, то вот, ну, потолок там типа плюс-минус там 100, 150, 200 тысяч, но для него вообще не критично. А если дизайнер в дизайн-проект встроил вашу модель потолка, вашу модель освещения, он уже никуда не сорвется. Вы же понимаете это? Что вот, ну, если он идет по дизайн-проекту, человек идет по дизайн-проекту. Да. Вот, то есть у вас есть большие вот 2 точки зоны роста, да, вот давайте я вам сейчас здесь вот нарисую прямо. У вас получается, если говорить с точки зрения клиентов, у вас получается все застройщики, средний плюс напишу, и вам нужно расширять прямо количество дизайнеров, с которыми вы работаете. Их огромное количество. У них есть, проходят прямо мероприятия специализированные, где дизайнеры эти вьются. Вот. И вам нужно прямо с ними, они с огромным удовольствием там втыкают там разные материалы, вы им платите небольшую там благодарность, и они очень рады, да. Вот, понятно, что если вы ориентируетесь на средний плюс сегмент, вам нужно смотреть в сторону, показывать качество, там, шортсы, рилсы, да, как это все происходит. Ну, понятно, контекстная реклама, квизы, это ясно. Продажи и увеличение. Вот про что мы с вами говорили. Вам нужно обязательно лид-менеджер-квалификатор, это который быстро звонит, отсеивает мусор, назначает замер. Это то, что вы сейчас делаете. Следующая функция – это замерщик-технолог, клоузер. Он едет на объект, его задача не мерить, а продать. Он должен быть самым крутым продавцом, то есть вот у него должен быть прям чемоданчик, какие-то вау-эффекты, он показывает, как там это есть, какой-нибудь там ему выдать айпадик или там какой-нибудь планшетик, он вообще будет, ну, прям сильно отстраиваться от всех. Если вы будете работать вот действительно с, ну, там, с випами, которые выше среднего, можно добавлять там аккаунт-менеджер, да, который там сопровождает договор, продает сервис, там просит отзывы. Вот. Можно это на ассистента повешать на первое время. Дальше. Светодизайн как драйвер маржи. Потолок – это пленка, ну, понятно, что маржа низкая. Свет – это оборудование, высокая маржа. Вы перепозиционируете замерщиков там как экспертов по освещению. То есть у вас замерщик, он не просто приезжает, он сразу может замерять освещение, да, и у него есть с собой чемоданчик с примерами там включенных лент каких-то, спотов, линий, и человек продает атмосферу, а не ПВХ. Ну, то есть вам, если вы будете конкурировать просто потолками, это дешево. Вам нужно, ну, чтобы вы отстраивались. Вот, мировые практики инновации, чтобы стать номер один. Что делают в США, Европе и в Китае? AR-визуализация – это дополненная реальность. Это то есть вы когда смотрите на потолок,
а там сразу видно ваш потолок как смонтирован, да. И это, ну, вызывает вау-эффект. В строительстве это проектирование, это когда прям по дому можно походить. Очень крутая тема. Экотренд и безопасность. В Европе тренд на тканевые биопотолки. А в Красноярске с учетом экологии тема здоровья очень актуальна. Вот вы, наверное, просто этот вопрос не мониторили, но это пипец как важно. Ну, то есть люди готовы переплачивать за то, чтобы это был экологически чистый материал. То есть, если вы будете говорить, что вот это вот там, ну, реально химоза это чистый, ну, понятно, что не так жестко, но это будет сильно объяснять стоимость, да. Гипераллергенный монтаж, используйте композитные баллоны, безопасность от взрыва. Оказывается, люди почему-то боятся, что баллоны взорвутся. Это какая-то распространенная практика, что ли? Или не знаете? Ну, бывали такие несчастные случаи, там часто очень. И как бы композитные баллоны, да, есть железные, есть композитные, это взрывобезопасные считаются. Вот. Ну и здесь типа подача «мы не взорвем ваш дом». Звучит дико, но для клиента это важно. Я даже не знал, что такое может быть. Ну и сервисное обслуживание – это раз в год приезд там мастера, чистка потолка, замена лампочек, слив воды, если затопили за небольшую абонентскую плату. Но вот это вот, конечно, там гемор, но вот с точки зрения экотрендов в безопасность, в освещение, в AR-визуализацию, это прям, ну, точно куда нужно вам топить. Вот, ну и смотрите, обязательно это застройщики, дизайнеры, это крутая тема. Так, мы с вами еще здесь что-то запускали, давайте посмотрим. Мы с вами сейчас запускали здесь тоже небольшой промптик, сейчас его посмотрим и будем финалиться. Рынок натяжных потолков в Красноярске есть массовый, есть так, задача найти незанятые ниши. Давайте посмотрим, что у нас нашел. Недостаточно обслуживаемые сегменты клиентов, технологичные домовладельцы, Smart Home сегмент, растущая прослойка клиентов 30-50, которые хотят интеграцию натяжного потолка с системами умного дома. Вот, это ну, то, что вот мы говорили. Голосовое управление через Алису, Марусю, Сбер. Автоматизированные сценарии освещения, датчики движения, климат-контроль. Массовые компании не предлагают такую интеграцию, а Беру ее технические экспертизы может занять эту нишу. Вот это супер, но это прям точно надо делать, если они этого не делают. Владельцы коттеджей и частных домов премиум-класса. В Красноярске активно развивается элитное загородное строительство. Так, эти клиенты требуют индивидуального дизайна, сложных конструкций и премиум-материалов. Ну да, мы поговорили. Рестораны, кафе, гостиницы, салоны красоты и клиники нуждаются в специфических решениях. Гигиеничность, уникальная атмосфера через освещение, зонирование пространства. Текущие игроки предлагают стандартные решения без специализации под хорика. Не знаю, это может быть вам близко или нет, как думаете? Это может быть близко, если лицо, принимающее решение, если можно там выйти. Ну, то есть это вот здесь по связям все делается, в общем. Ну, вообще это делается методом там, холодных звонков и хорошей рекламы. Вот, там не обязательно через знакомых. Давайте посмотрим тренды в дизайне интерьера. А, Ключевые тренды можно использовать, горячие тренды, теневые потолки, специальный профиль создает темную линию, так, магнитные трековые системы, световые линии с черными рассеивателями. Черные рассеиватели вместо белых создают больший контраст и графические узоры. Прикольно. Умный свет, интеграция с Алисой, скрытые карнизы с подсветкой, механизм шторм-стыр скрыт в потолке, мини-споты, минимальный обод сливают с поверхность потолка. Парящие потолки, скрытая LED-лента, теплый спектр. А вы это делаете все уже или нет? Да, все делаем. Это все делаете, да? Вы уже в тренде. Получается, смежные услуги для увеличения среднего чека. Интеграция с умным домом, звукоизоляция под потолок. Ну, есть опыт, делали. Ну, Ну, это можно прям как услугу выводить, потому что там соседи сверху там громко чпокаются, и можно шумоизоляцию отсекать. Скрытые электрокарнизы, прикольно. Акустическая коррекция для домашних кинотеатров, студии, офис, прикольно. Ну, мне нравится, как он находит. Проектирование освещения, 3D-визуализация, профессиональный светодизайн, сервисное обслуживание, B2B возможности, застройщики-девелоперы. Это колоссальная возможность. Партнерство с премиум-застройщиками, SMCity, ГК развитие, другие.
контракт на 5-50 миллионов за комплекс, возможность брендирования потолков. У меня, кстати, знакомые занимаются краской, и они вот супер скачок в своем бизнесе совершили, когда начали с застройщиками работать с SM City. Вот поэтому, может быть, стоит туда смотреть. Дизайн-студия и архитектурное бюро. В Красноярске 10 плюс крупных дизайн-студий. Уже сотрудничает так. Партнерская программа с фиксированным процентом. Хорика. Так, все, здесь это мы посмотрели. В общем, смотрите, я, Максим, вам отправлю вот эту вот шпаргалку. Мы не можем за такой короткий промежуток времени, к сожалению, все прогнать, разобрать так. Вы уже сами прогоните это, сделаете. Для себя какие-нибудь идеи берете, что-нибудь вам откликнулось? Да, в целом все, Дмитрий, откликнулось. Вот начало, что вы говорили, в принципе, средний плюс, да, что вот мы с вами разобрали, что э, средний плюс покупает качество и время. То есть, 100%. да, и вот сервис, вот, короче говоря, все, что вы говорили про средний плюс, вот я все себе зафиксировал, мне это откликнулось, и Да. этим мы будем. Смотрите, вы вот видите вот эти вот, мы где с вами сейчас здесь ништяки разбирали, которые там звукоизоляция под потолок, скрытые электрокарнизы, акустическая коррекция. Вы вот это все можете вынести вот либо в тарифы в свои разные, да, либо вы можете просто как до продажи это делать. То есть человек выезжает на продаже, и у него прям, ну, до продажи. У вас, видите, какая сложность? Из-за того, что у вас нету, ну, у вас на одном человеке все это завязано. Мне кажется, что вам как-то еще, наверное, сейчас отчасти, может быть, тяжеловато на него влиять, да? То есть он там, ну, вы скажете, а теперь надо допродавать. Он скажет, да нахер мне это надо. А вы такие прям находитесь в таком тяжелом состоянии, если он уйдет, на вас куча работы свалится, да? Вот, и, конечно, вот это вот опасное место, вам, по идее, нужно обязательно сюда второго человека вести. Просто чтобы есть такой есть такой термин для сотрудников. Я не говорю, что ваш сотрудник такой, но вы можете сподвигнуть его к этому. Это такой внутренний террорист, который управляет компанией, а вы не можете ничего сделать, потому что много процессов на этого человека завязано. И если он встанет, уйдет, там типа, ну, супер нагрузка упадет, да, на основателей. И поэтому такие места всегда нужно усиливать, то есть добавлять отдельного человека, и да и все, и разгружать его. Как-то так, Максим. Тогда я вам Понял. отправлю. Да, я вам отправлю. Надеюсь, что вы Да, что-то из этого спасибо. возьмете. Прогоните там по промтам это все. Хорошо, что мы с вами созвонились в прошлый раз, там по форс-мажору Да, не получилось. Все, давайте тогда на связи. все, спасибо, Дмитрий, большое вам. Все, Связи. давайте, до свидания. Для этого бизнес-разбора я подготовил великолепную инструкцию, которую вы можете забрать по ссылке под этим видео. Я ее передал собственнику, чтобы он сам доработал те вопросы, которые мы не успели сделать. Вы можете по этой инструкции проработать свой собственный бизнес, и я уверен, что вы найдете для себя много открытий. Забирайте под этим видео по ссылке, пользуйтесь от души. До встречи.